Наварился, наигрался. Еще горяченькие, поэтому пока в перчатках трогаю. Что мы тут делаем? Зачем мы собрались? Deca Power Extramic 200 SIN. Аппарат, который попал в мои руки, аппарат, который был мне интересен, сварочный полуавтомат, в котором присутствуют режимы обычной сварки электродами, сварки проволокой в газе защитном, либо порошковой проволокой, либо есть режим аргонодуговой сварки. Я не смогу его попробовать, потому что у меня нет ни горелки, ни навыков, честно говоря. Да и вообще сварщик из меня, ну так себе, средненький. Поэтому уж не судите строго за швы, за какие-то, может быть, ну не самые красивые. Но это не мешает тому, что варить я люблю. И что-то, когда есть дома, сделать своими руками, стараюсь это сделать. Когда этот аппарат попал, я сразу на скорую руку снял видео, как он варит электродами. И идея моя была подряд четверкой варить столько, сколько аппарат сможет выдержать, пока не перегреется. Вот я в том числе и вот на этой штуке варил, видите, он ее до дыр дожег. То есть вот я там внутри этой четверкой мог, пока шлаком все не заплевалось, и пока здесь все было до красна разогрето. И в прошлом видео кусками это видео есть. В общем, я не смог до конца аппарат нагреть до состояния, чтобы он перегрелся. На 200 амперах я жарил. Да в общей сложности больше 10 минут я упражнялся, просто с перерывами, пока электроды менял. Кончилось все тем, что у меня перегрелся держак. Уже я не мог в перчатках держать держак, причем вот не в этих тоненьких, а в больших крагах, в мощных спилковых. Ну, короче, не перегрел я аппарат, фиг с ним, не вышло. Провалил, считайте, тест. В тот день я не варил полуавтоматом. Зарядил проволоку. Кстати, с зарядкой проволоки интересная особенность. Вот нажимая две этих клавиши, мы без газа прогоняем проволоку через рукав. Удобная функция, явно она сразу не видна. То есть как-то в меню этого не видно, надо нажать две крайние клавиши. Хорошо, прогнал, все сделал, подготовился, подключил газ. И я себе поставил задачу, ну, во-первых, 15-я горелка, с 15-й горелкой я уже 200 ампер ни в каком виде не могу попробовать прожарить, то есть непрерывно долго варить, потому что эта горелка не рассчитана на такой ток. 150, мне кажется, это ее максимум. Да и вообще стоит покупать 24-ю, 25-ю горелку даже для домашних нужд, домашних целей. Здесь стандартно идет 3-метровая 15-я горелка. Да, вообще про всей комплектации, по всем приблудам. То есть с аппаратом помимо горелки идет провод массы и держак для электродов. И масса, и электроды, алюминиевые провода, окрашенные под медь. Если вы будете варить электродами что-то более-менее серьезно, то ну, я бы сразу сделал нормальный медный хороший кабель и не парился бы. И для массы, и прищепку хорошую. Теми, которые идут в комплекте, ну, можно варить, если вы очень редко, где-то что-то электродиком подварить. Да, сварка электродами в этом аппарате, она не в демо-режиме, тоже особенность полуавтоматов, что если обычно в них заявлена возможность сварки электродами, то как-то вот здесь есть все. Есть режимы регулировки горячего старта, форсаж дуги, антизалипание, и все работает. То есть это я в прошлый раз убедился и выключал антизалипание, электрод до красна раскалял. Потом вместо четверки на 200 амперах поставил тройку и рутиловую. Она у меня до красна в держаке разогрелась. То есть ну, не рассчитан электрод на такую интенсивную нагрузку. Аппарат все выдержал. И мне сегодня было интересно его функция, которая в меню была написана, что можно выкрутить меню до толщины 0,6, и тогда вот здесь загорается такая пиктограммка cold welding, да, то есть холодная сварка. И в рекламном проспектике тоже как бы отдельно рассказано о некой холодной сварке. Я попробовал. Вот смотрите, это оцинкованный профиль, обычный профиль для гипсокартона. У меня остались его куски. Я попробовал. И вот есть прожоги, да. Знаете, что это? Это я начинал. Прожоги появились, когда была у меня индукция достаточно высокая.
я уменьшил индукцию, потом, это я все там вручную накрутил, то есть в режиме синергии можно регулировать все параметры, такие как амперы, соответственно, скорость подачи проволоки, вольты, понижать, повышать чуть-чуть и регулировать форсаж дуги, предгаз, постгаз, ну и так далее. Ну вот я что-то накрутил и вышло, что многовато. Я уменьшил вольты и я уменьшил индукцию. И вот этот вот последний кусочек, вот он верхний, видите, вышел, вполне нормальный и снаружи, и внутри. Это оцинковка. Вообще нельзя варить, кстати, оцинковку, если вы не знаете, не сталкивались. Потому что вот это вот цинковое покрытие в момент нагрева при 400 градусах оно начинает быть жидким, при 900 оно испаряется. Здесь нагрев даже в этом режиме cold все равно больше. И испаряясь, он вреден для здоровья, вреден для... Ну, дышать этими парами крайне вредно, вот цинкового сплава. Но я так со стороны не очень сильно, надеюсь, не нюханул много. Плюс я взял еще оцинкованную трубу, более толстую, и она у меня была... Вот, я взял такую длинную трубу оцинкованную, и знаете, в чем я лоханулся? Я забыл открыть вентиль газа. Я уже это увидел, когда шов закончился, вот он такими плюхами гадкими. То есть я варил без газа оцинковку эту. Но у меня эта труба, она как засов на воротах, она когда-то искривилась, все, вот руки не доходили ее починить. Посмотрим, сколько она простоит, как это надежно будет. Понятно, что все это здесь заржавеет. То есть смысл оцинковки не ржаветь. В моменте, где появляется шов, уже это все теряется. То есть зиму простоит, и то ладно, хорошо будет. Посмотрим. То есть, когда я уже увидел этот грязный шов, я понял, что я просто не дотянулся рукой, не открыл вентиль горелки. Вот после этого сразу я вот эту оцинковочку сварил и вот здесь попробовал точечками. Убедился, короче, что 0,6 сварить можно. Да, можно что-то где-то прожечь, надо сначала попробовать, приноровиться, можно варить точками. Но если отрегулировать в итоге параметры и ровно четко вести, то вот я уже показывал, да, видите, вот этот верхний шов вышел, ну, вполне нормальный, вполне рабочий шов. То есть, ну, прикольно, короче, прикольно, что такой толщины можно, в общем-то, без особой подготовки сварить. Потом я перешел к более толстым металлам. И вот здесь, опять-таки, не судите строго, я не сварщик, я только учусь, да. Но приноравливался, пробовал. Вот с этой стороны шов вышел, очень много набрызгалось. То есть уменьшил тоже и вольтаж, и уменьшил там чуть-чуть параметры, сместил. То есть я просто вначале выставил толщину, это тройка. И вышло, что немножко брызгает. И я слишком много газа подал, пока разобрался. То есть, ну, это такие тестовые швы. То есть это не для сварки, это вот на болваночках приноравливаешься, подбираешь параметры, режим. С этой стороны, вот смотрите, вот я вот два верхних шва покажу. Просто сделал больше и меньше индуктивность. Вот с этой стороны, для вас это правая, индуктивность я сделал больше, и шов стал, ну, глубже, он глубже проплавился. Вот здесь индуктивность была меньше, и валик гораздо больше. То есть это прямо вот как на аппарате в меню мы видим, когда крутим индуктивность, что шов становится либо выпуклый, либо вогнутый. Вот я попробовал, да, убедился, так и есть. Ну, чуть-чуть проноровившись, опять-таки вот здесь было газа много, поэтому все забрызгано и вольт многовато. Ну, тем не менее, проваривает, все нормально, все хорошо. И уже когда приноровившись ко всему, вот эту вот профильную трубу толщиной двойка, заварилось все очень аккуратно, красиво, хорошо. Просто главное ровно вести, держать руку и ровно вести с одинаковой скоростью. Все. Ну и скорость надо почувствовать, какая там, чуть медленнее, чуть быстрее. То есть проблем с этим аппаратом никаких. Все варит. Я не могу попробовать порошковую проволоку. Она у меня есть. Вот у меня осталось чуть-чуть на мотке, но здесь в помещении от порошковой проволоки очень много дыма, гари. Я уже цинком этим надышался. В общем, не хочу, честно говоря, перезаряжать. Там сейчас стоит 5-килограммовая катушка обмедненная. И просто ради вот эксперимента понятно, что этой проволокой все будет варить отлично, без газа. Может быть, я еще когда-нибудь попробую, если у меня аппарат какое-то время пробудет. Но давайте по итогам скажем, что в нем есть. В нем есть иконочками, вот их видно сразу сверху, 4 режима.
синергетический режим полуавтоматической сварки, режим ручной полуавтоматической сварки, где все параметры вы можете вручную выставить, подобрать, не основываясь на синергетике аппарата. Дальше ММА режим — это режим сварки электродами. 4 электрод тянет, рутиловые электроды тянет 5. При этом здесь есть все регулировки ручной дуговой сварки. То есть ВРД есть включаемый-отключаемый, это режим понижения напряжения при холостом ходе. Есть регулируемые 3 параметра основных: форсаж дуги, горячий старт и антизалипание. Ну, антизалипание просто включается-выключается, проверил, работает. Режим форсаж дуги и режим горячего старта регулируются тоже вручную параметрами. И, соответственно, ТИК — это режим аргонно-дуговой сварки. Я понимаю, что здесь он находится в таком полузачаточном состоянии, потому что, ну, во-первых, поджигом работает. То есть, если заниматься аргонно-дуговой сваркой более, ну, как вот полностью ей заниматься, чтобы использовать все ее преимущества, наверное, нужно приобретать все-таки отдельный аппарат, заточенный специально для аргонно-дуговой сварки. Как понимаю, алюминий тоже им не выйдет варить аргонно-дуговой, то есть здесь все эти полярности и прочее. Да, кстати, перекидывается полярность, тоже не забудьте важный момент. Когда вы варите порошковой проволокой, то вот надо этот держак массы с плюса перебрасывать на минус. Ну а минус, соответственно, на плюс. Менять их местами. Вот. По эргономике. Вообще у меня за время пользования появились вопросы, в первую очередь, что аппарат красивый. Не, вот он красивый, стильный, дизайн, все присутствует. Но из-за этого дизайна, вот эта вот панель верхняя, да, она немножечко как бы нависает над гнездами. И вот к гнездам рукой, вот смотрите, я вставляю, вот практически на палец, то есть больше 5 сантиметров эти гнезда туда утоплены под декоративную решетку. Не очень удобно туда вот залезать, вставлять, то есть маловато здесь вот этого расстояния. Мои пальцы туда не влезают, чтобы это все нормально. И горелку. Привинтить горелку, вот ты тут мучаешься, со всех сторон подлезаешь, не очень это удобно сделано. Ну, что есть, то есть, зато он красивый. Мы же выбираем по 2 параметрам. Сердцем, чтобы красиво было, да, и по цене. Цена. Слушайте, у этого аппарата классная цена. Сейчас была недавно на Алиэкспрессе распродажа, и он там продавался за 20, даже 4 тысячи. С бесплатной доставкой по России. Где-то он из Подмосковья доставляется. У фирмы Deca Power нет представительства офиса в России. Они торгуют как бы со склада через свой магазин на Алиэкспрессе. Доставляют быстро, упаковано все надежно. Мне этот аппарат шел 4-5 дней, наверное, с момента, когда они мне его выслали, прислали номер, и в воскресенье, значит, слушайте, выслали они мне его в среду, в четверг, в воскресенье он уже меня ждал. Я его забрал там в понедельник. По гарантии я с ней не сталкивался, да. Конечно, как любая электроника, аппарат может поломаться. Но те, кто ремонтировал, я просто в интернете ориентируюсь, поскольку и магазин интернет, ориентируюсь в интернете, читаю отзывы. Если он сгорел, чинят, оплачивают ремонт, просят снять видео, показать там, что поломалось или как-то. В общем, не бросают. Я не знаю, опять же, срок гарантии, надо читать в магазине все условия. Но, то есть, смотрите, на сегодняшний день производители заинтересованы в выходе на наш рынок. У нас огромный рынок, большой рынок. И заинтересованы они еще и по той причине, что у этого аппарата есть брат-близнец, выпускаемый этой же фирмой на этом же заводе, только оранжевого цвета. Наш российский бренд, у которого развита сеть магазинов, у которого поддержка, гарантия, по-моему, даже 3 года дают гарантию вроде бы, да, но цена около 40 тысяч. Этот продавался 24. Сейчас, когда распродажи все на Алиэкспрессе закончились, он там ближе к 30. И вот за 24 это вообще лакомый пирожок, на мой взгляд, по соотношению цена-качество. То есть варит он, ну, просто вот вообще нареканий нету, да. Это в моих неопытных руках. То есть, понимаете, вы, если начинающий неопытный сварщик, как я,
возьмете аппарат в свои руки, покрутите настроечки, приноровитесь, и у вас будут выходить вот вполне приличные швы. Это я варил в защитном газе. Порошковой проволокой будет грязь, окалина, надо будет почистить немножко. Но зато, кстати, говорят, шов крепче у порошковой проволоки. Хотя, я думаю, тут для бытовых нужд. А что мы варим? Профильную трубу чаще всего и варим. Ну и тонкие материалы. Вот я наварился 0,6, я в восторге. Ну, я уже про это все рассказывал. По гарантии выходит, что производитель ее осуществляет вот на нашей территории, не соблюдая там какие-то наши обязательные законы о защите прав потребителей, ну а сам как бы предоставляя, и какими-то путями они решают вопросы, когда у вас что-то ломается, вплоть до того, что если аппарат сгорел по их вине в течение гарантийного ремонта, я даже слышал такие истории, что высылают взамен новый аппарат. Не знаю, вот полностью за это рассказывать не буду. Но, кстати, слушайте, распродажа закончилась. Ролик я постараюсь через пару дней опубликовать. Мне китайцы прислали этот аппарат и прислали промокод, которые сказали, что ну вот, наверное, вы не успеете опубликовать свое видео, и распродажа на Алиэкспрессе уже закончится к тому времени, но мы дадим вот на серию Extra промокод, по-моему, $10 или 500 рублей, вот как-то так. Я его внизу опубликую, он действителен будет, там напишу, какие даты, сколько-то там дней в ноябре, неделя там, или 5 дней. Если кто-то решится приобретать этот аппарат, но я бы порекомендовал подождать следующей распродажи, существенно сбрасывают. Это если у вас есть время и можете купить, не прямо сегодня вам нужен аппарат. Я в свое время этот аппарат не купил, потому что я его нигде не видел вживую. То есть, когда я выбирал себе полуавтомат, я видел много классных отзывов про то, что это рабочая живая машинка. Что, кстати, под моим предыдущим видео, когда я варил электродом, много владельцев этого аппарата написали, так смеясь надо мной, ну-ну, хотел перегреть аппарат электродом, получилось, рабочий, ну да, признаю, что тест я провалил, я не смог его ни перегреть, ни чтобы он ушел в защиту. По факту, мне понравилось им варить. Вы звук слышали такой вот, он жужжащий? Он отличается от моего аппарата, от моего Хугонга. У него звук более такой, ну, больше похожий на шепот, а этот больше похож на стрекот такой, какой-то электрической дуги. Я не знаю. Параметры разные, характеристики разные, сварка выходит одинаковая, и там красиво, и здесь красиво. Холодновато что-то, морозы уже ударили. И, кстати, насчет морозов, где шнур от аппарата, вот сейчас около -2, и шнурочек, вот он шнурочек. Шнурочек стал дубовеньким, да, к сожалению. А сейчас еще только -2. По поводу будущих линеек этого аппарата расспрашиваю китайцев. У них, кстати, свой завод. Это не чья-то торговая марка, и они где-то размещают. Брата оранжевого они делают на своем заводе по заказу нашей российской компании. Можно в интернете найти и фотографии этого завода, и даже маленькое видео. Все выпускают самостоятельно. То есть завод у них свой самостоятельный, и заводу больше 10 лет, 11, по-моему. Торговую марку Deca Power они придумали чуть больше года назад. То есть до этого они выпускали сварочники под другими именами, и когда вот нарастили свой потенциал, создали какую-то машину, которая, по их мнению, могла чего-то заявить о себе громко, создали новый бренд Deca Power. У них есть планы на развитие, я так понимаю, на будущее, но они должны выпустить аппарат для алюминия, то есть с импульсом. Насколько вам нужно варить дома алюминий, не знаю. Вот мне полуавтомат нужен, чтобы варить вот черную сталь, профильную трубу, чтобы делать какие-то поделки, дом, сад, огород, ну, может, какую-то мебель в стиле лофт, еще чего-то. Алюминий мне как таковой варить не надо. Если для вас это надо, то, в принципе, для мастерской небольшой этот аппарат тоже, кстати, подходит, потому что вот ПВ его в 65% на 200 амперах и ПВ 100% на 155 амперах. ПВ это продолжительное включение. Цифры живые. По поводу ампер я
токоизмерительными клещами, вот такими вот, замерил в разных режимах. Слушайте, все нормально, все соответствует. При этом, что я заметил? Во-первых, клещи не всегда успевают за изменением этих клещей. И вот особенно в этом режиме Cold Welding, там не так, что выставлено 40 ампер, они сразу 40 выскакивают. Они как-то скачут там от 20 до 40 по какому-то своему алгоритму. И тоже выходит как бы так больше, меньше какой-то синусоидой. Клещи это показывали, но они не успевали быстро за эти, там, не знаю, десятки, сотни миллисекунд скачки эти измерить. Аппарат чувствуется, что он как-то вот это все прогнозируемо что-то делает с этим. Ну, иначе бы просто бы были прожоги, которые, да, были, но потом их не стало. Еще, кстати, важный момент. Почему-то у нас народ этим как-то пренебрегает. Купили аппарат и в хвост и гриву. А куда ставят обычно? На землю. Сзади вентилятор, как пылесос, в себя все засасывает. Чтобы аппарат работал долгие годы, вот поднимайте его над землей, чтобы он не засасывал ни пыль, ни стружку. Железо рядом с ним болгаркой не режьте в его задней части, чтобы туда не попадала вот эта вот пыль железная. Потому что он в себя все засасывая, всю эту пыль будет копить внутри себя. И какая бы там защита ни стояла, как бы хорошо лаком платы не были покрыты, все это обязательно когда-нибудь коротанет, прибор сгорит и все, меняй. Это первый момент. Второй момент. Платы внутри покрыты лаком. Всегда. Он бывает лучше или хуже. Он бывает слой более тонкий или более толстый. Этот лак, он защитный. То есть он служит для того, чтобы не было пробоев от сырости там и так далее. Так вот, особенность этого лака, особенно не очень дорогой, это акриловый лак, он при морозах трескается и осыпается. Оставили его в холодном гараже, где ночью мороз там до минус 15-20. Один такой цикл, нагрелся, остыл аппарат. Второй цикл, третий. У вас за пару лет, а то и за год, если сильные морозы были, лак весь осыпется и появится возможность, влага скопилась там какая-то, пыль это скопилась влажная между двумя ножками транзисторов. Все сгорело к чертовой матери, дорогущий ремонт. То есть аппарат зимой не оставляйте в морозном помещении, во влажном помещении, в холодном, сыром. То есть берегите его, и он вам будет тогда служить гораздо дольше. Ну и, как я уже сказал, поднимайте аппарат, не ставьте его никогда на землю, потому что там много пыли, грязи, она вся сверху оседает вниз и внизу клубится этим облаком. Он в себя как пылесос, вентилятор работает постоянно, он все в себя всасывает, и часть будет оставаться на ножках микросхем, на ножках транзисторов, на электронике, на всей этой, которую надо беречь. В общем, на сегодняшний день мое отношение к бренду Deca Power, ну, самое положительное в плане того, как этот аппарат варит, что он может и сколько он стоит. Соотношение цена-качество, мне кажется, просто самое чумовое. При этом заявленные характеристики, они реальные, они честные, амперы он выдает, продолжительное включение выдает, все держит. Хочется, конечно, им поработать подольше, чтобы, ну, понять, ощутить, как это все будет со временем развиваться. Но под моим прошлым комментарии были, под моим прошлым видео с этим аппаратом были комментарии, люди владеют аппаратом и по году, и дольше. Живые владельцы пишут, в общем-то, что да, хороший аппарат, мы довольны. Так что смело могу рекомендовать. Знаете, если бы я вживую встретил этот аппарат на полке магазинов, повертеть, покрутить вот эти ручки, посмотреть, как это выглядит, увидеть, что и пластик приличный, и собран он все аккуратненько, я бы, наверное, решился бы на покупку его, вот потому что кота в мешке покупать через интернет не хотелось. Так вот ты на картинке смотришь и не влюбляешься в него, да? Когда ты вживую потрогаешь вот все ручки, посмотришь, как это все работает, появляются какие-то шероховатости, дисплей мог бы быть цветным, и вот ручки вот здесь эти неудобно, и там нехорошо, и здесь. Но когда ты вспоминаешь, если ты заплатил за этот аппарат свои деньги и вспоминаешь цену, вообще нет вопросов. Он цене своей полностью соответствует. Вообще расставаться с ним как-то даже не очень хочется, но мне зачем два аппарата? У меня уже есть мой. Вот. Ну а с приобретением токовых клещей у меня теперь желание протестировать все аппараты,
которые будут попадать в мои руки. Так что ждите новые видео, надеюсь, не за горами.